Всем привет, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Почитав ваши комментарии, многие жалуются, что есть звуки. Я уже до этого отвечала, но, наверное, не услышали, либо не хотят слышать. Я проживаю в туристическом городе. У нас на данный период времени сезон. У нас туристы. Подо мной ресторан, отель. Здесь, понимаете, круглосуточно люди кричат, орут, дети там. Подо мной парк находится. Столько звуков. Я с этим ничего не могу сделать. Абсолютно ничего. Кто-то там пишет, что звук телевизора у меня включенный. У меня, когда я работаю, я выключаю абсолютно все, чтобы не было ни единого звука. Но, извините, я не могу повлиять. Я не могу сделать так, чтобы люди перестали отдыхать из-за того, что я записываю здесь видео. Но вы же тоже должны понимать меня прекрасно. Я и так стараюсь, закрываю все полностью окна, чтобы как-то все равно, я понимаю, да, кому-то неприятно слышать. Но, извините, это от меня не зависит. Кто-то говорил, там можно и записывать ночью. Каким образом? Люди кричат. Понимаете, здесь сезон, люди пьяные. Они выпивают, начинаются драки здесь. Соответственно, каким образом здесь работать? Если только это записывать в 4-5 утра, извините, в это время я отдыхаю. Я тоже человек, и мне нужно отдыхать. А также всех хочу поблагодарить за обратную связь, за ваши комментарии. Я очень рада, что мои расклады с вами резонируют. Также хочу напомнить, для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp либо в Instagram. Для тех, кто хочет отблагодарить мой труд, оставлю ссылку на свой донат. Так как вы понимаете, с Россией у нас на данный период времени монетизации нет, работаем бесплатно. Все-таки я рассчитываю на ваше понимание. Ну, в жизни что только не бывает, да? Так, давайте сегодня посмотрим на такую тему, почему мне не везет в личной жизни и когда эта жизнь наладится. Что ожидать в этой личной жизни, да? Так, представьте, подумайте о себе и давайте посмотрим, какая вы сегодня женщина. Какая вы женщина на сегодня. Так, снимаю шляпу прямо перед вами. Скорее всего, однозначно могу сказать, женщина здесь, побывавшая в браке, либо в серьезных отношениях, да? Женщина стабильная, на данный период времени, неважно, какой вы стихии, да, на данный период времени вы именно земная женщина. Женщина та, которая стремится на данный период времени к чему-то, а именно к материальному, быть независимой. Женщина здесь победитель, я перед вами снимаю свою шляпу. Уважение только к такой женщине. Женщина-победитель, соответственно, у этой женщины с самооценочкой все в порядке, да. Женщина хозяйственная, женщина та, которая умеет зарабатывать деньги. Еще женщина здесь независимая. Так, какая еще на сегодня вы женщина? Так, скажу одно, что, скорее всего, вы понимаете о том, да, что вы вообще сама по себе женщина эмоциональная. Да, женщина веселая, это душа компании, женщина очень приятная, но, слава богу, у этой женщины с головой все в порядке. Если, да, вот раньше вы, наверное, скорее всего, вас эмоции настолько поглощали, что даже и думать разумно не могли. А на сегодняшний день вот в вас вот эта вот, знаете, разумность, она присутствует. Не знаю, может вы, прежде чем что-то сделать, да, либо в какая-либо жизненная ситуация не была бы, да, вы 300 раз подумаете на сегодня. Скорее всего, я вам скажу, это у вас был такой жизненный период, а именно такой человек в жизни. Почему? Потому что женщина здесь на данный период времени, да, она более такая, не знаю, более реалистичная, реалист, я бы сказала бы, да, которую невозможно здесь не обмануть. Женщина здесь конкретно знает, чего она хочет. Но помимо этого, да, вы прекрасный человек, уверенная в себе. И я вам скажу, на сегодняшний день вполне такая женщина, которая наполняется. Однозначно еще могу сказать, да, что рядом с вами есть мужчины, которые к вам, знаете как, с треугольниками. Есть такие мужчины, которые вот хотят с вами начать отношения легкие такие, да, почему? Потому что вы женщина. Вот с одной стороны вы строгая, с другой стороны земная, с третьей вы такая вот, знаете, как, ну, веселая. Так, почему все-таки еще вам не везет в личной жизни? Почему не везет в личной жизни? Почему? Так, скорее всего, на вашем пути попадаются мужчинки такие, собственники, мужчинки те, которые... Вот вы сами по себе женщина деятельная, да? Может, вы
чисто притягиваете таких партнеров, которые вот, ну, вот не знаю, прям клеятся такие, да, мужчины-манипуляторы на вашем пути, собственники, которые вот не дают вам развиваться. Понимаете, вы женщина сексуальная, яркая, еще помимо этого в вас много энергии. Вот на вашу энергию, да, к вам приходят такие мужчины, которые вас хотят, не знаю, сломать, самоутвердиться. И вот хотят, чтобы, знаете, вот принадлежало только мне, только сиди и все. Так, для кого-то скажу, почему не везет личной жизни еще, да. Кто-то здесь даже может думать, что на нее, на вас что-то здесь сделали, да. Так, а еще могу сказать, что... Еще почему на данный период времени вообще не везет в личной жизни. Если вы, предположим, да, долгое время одна, здесь женщина почувствовала свою силу. Женщине здесь вполне одной быть прекрасно. Понимаете, почему женщина-собственница? Но помимо этого, женщина здесь сильная, настолько сильная, что, ну, не пугает ее вот одиночество. Да. Почему вам все-таки не везет в личной жизни? Почему не везет? Скорее всего, это связано с мужчиной. Либо, ну, это понятное дело, что с мужчиной, да? Может, вы сами не хотите на данный период времени. Либо вы на самом деле не хотите мужчин, да? Вот общаться с ними не хотите. Либо вы еще не встретили такого человека. Ну, вот видите, почему вам не везет в личной жизни? Ну, не знаю, то ли мужчины могут от вас уходить, отказываться от вас, видя другой шанс. Либо у вас отец, вот я не знаю, здесь может и отец у вас, когда вы были маленькой, да, вас недолюбил, не знаю, может вы вообще без отца росли. Ну вот нету вот этой связи. И, соответственно, будучи взрослой, да, уже, но не везет в личной жизни. Помимо этого, еще могу здесь сказать, что в вашей жизни попадаются либо манипуляторы, ну, вот такие инфантильные, да, либо которые преследуют только свое, а более такие, знаете, как материальные. Попадаются такие мужчины, которые выбирают между, например, чувствами, выбирают благополучие, да, материальное. Не знаю. Либо женатики попадаются вам. Вот. Так почему конкретно? Почему вам не везет в этой личной жизни? Почему не везет? Здесь вы проходите уроки. Это вам высшие силы. Понимаете, что здесь, скорее всего, наверное, у вас это родовое, по семье там, да. Либо у вашей мамы с отцом что-то не сложилось, либо у бабушки с дедушкой. Это у вас родовое. Соответственно, вы этот сценарий проигрываете. Да? Но сейчас уже все, вы должны уже с этим закончить. Вроде как прошли эти уроки. И, кстати, здесь каждая из вас, кто смотрит этот расклад, это... Ваша вот эта вот отработка кармы, не знаю, да, вот это все должно пройти через только серьезные отношения, через брак, не знаю, это может быть, знаете, как вы просто официально не женаты, но венчаны, либо там, да, не женаты, а мусульманский есть брак, да, никях, или там что-то такое. Соответственно, это у вас по судьбе идет. По судьбе, ну, с этим ничего не поделаешь. Да. А на сегодня что у вас в личной жизни? На сегодня? Вот посмотрите, на сегодня... Я не могу сказать, что вы на сегодня прям плачете, там умираете. Сегодня женщина довольна своей жизнью. Здесь женщина, наверное, полюбила себя, да. Но и еще могу сказать, в принципе, не скажу, что вы страдаете, что у вас там отсутствует мужчина. Но и еще могу сказать одно, добавить, что из прошлого есть мужчина, который вас до сих пор цепляет. Вот это такое есть. Вот он цепляет вас. Вы периодически можете о нем вспоминать, скучать по этому мужчине. А так могу сказать, что на данный период времени, не знаю, вы, наверное, больше здесь женщина в работу ушла. Но с энергией на сегодня как вроде как нормально у вас. Так, ага, нет, есть все равно конфликты. Что еще на сегодня у вас в личной жизни? Вы здесь одного мужчину не можете простить. Вот почему. Вроде как вот хорошо у вас, да? Вот прям не плачет, все, ей прекрасно быть одной. И не зря же вам сказала, может, из прошлого есть такой мужчина. Вот, ну, цепанул вас. Вот он вышел. С этим мужчиной вы не общаетесь на сегодня, да? Вы от этого мужчины отдалились. Мужчина от вас отдалился. Между вами здесь идет борьба. Я не знаю, здесь конфликты какие-то. Вот даже и внутренние конфликты есть. А почему? Здесь, скорее всего, на 1000000% даю, что здесь мужчина мог как-то поступить, ну, вот как-то отдалиться так вот
Женщину это очень сильно задело. Вот прям до глубины души. И вот она, это вы, да, будучи уже с ним не вместе, но все равно внутри у вас с ним происходит конфликт. Вот такое тоже есть. А так на вас со стороны посмотришь, вполне счастливая женщина, которая стремится к чему-то. Эта женщина-победитель, уверенная в себе, идет к поставленной цели, да, конкретно заработать деньги, у кого-то может там бизнес, да, это которая женщина встает, да, с колен, как говорится, и идет. Одна сторона все прекрасно, но внутри, видите, здесь обида есть на человека. А что еще? Почему еще вы на него обижаетесь, интересно? Здесь, скорее всего, не исключая того, что мужчина мог выбрать другую женщину, либо у этого мужчины была другая там женщина, не знаю, если вы, предположим, с этим мужчиной, да, встречались, будучи его любовницей, у него была, например, супруга, да, здесь получается так, что как будто не оправдалось то, что вы вложили, хотя вы очень мудрая женщина здесь, да, как будто не оценил вас, вот поэтому здесь такая еще обида. Вот то, что вот столько вкладывалось в него, столько вот, а вот взял и променял на другую женщину. Видите, как? Да. А может, еще и женщина там с деньгами была, да? Ну, если, предположим, мужчина был женат, а у него супруга богатая, да, а вы такая средняя, да? Соответственно, вас использовал, а вы думали там одно, да, произошло как всегда. Мужчина мог вас растоптать, предположим, выбрать супругу и сказать то, что извини, все, погуляли и хватит. Либо вы, предположим, были супругой его, да, детей растили, семья, быт, все у вас было прекрасно. Ну, пока еще не знаю, но мужчина там, скорее всего, манипулятором был. И получается так, вы вложились полностью, а вас обесценили. Вот видите, здесь ценности нет вам. И вот почему это обида на него. Так все-таки еще почему не везет вам на сегодня в личной жизни? Почему не везет вам? Так, у вас какие-то, не знаю, может быть, не везет вам в жизни. Почему? Потому что вы, скорее всего, в вашем окружении есть молодые люди, которые до вас не дотягивают, до вашего статуса. Здесь могут быть мужчины младше вас, да, постоянно что-то от вас спросить. Соответственно, да, вот вы вкладываетесь, даете, поэтому у вас союзы рушатся. Не тех партнеров вы выбираете. Здесь мужчины больше такие, да, которые, вот не знаю, может, минимально вкладываются, да, вы почему, вы же там конкретно вложения делаете. Кто-то еще и финансово, да, вложения делает, не только, да. А здесь мужчина, получается, ну, такие вот, знаете, как вот влюбленные какие-то, не знаю, как мальчики приходят в вашу жизнь, соответственно, не получается выстроить. Поэтому, ну, вы не тех партнеров рассматриваете. Кто-то здесь есть, здесь на сегодняшний день 100% есть, кто-то общается. Либо с женатым, либо у вашего супруга кто-то есть. Треугольник здесь. И причина в том, что не тот партнер. Вот все, что вы строите, да, с этими мужчинами. Сначала вроде как все идет, все прекрасно. Мужчина ухаживает, да, общение идет. Он вам чем-то помогает, да, для того, чтобы показаться, вот я твой рыцарь пришел. А вы начинаете, что в этого мужчину вкладываться, влюбить, соответственно, заботиться о нем. А потом происходит вот такая жизненная от него подножка, да. И ваш союз здесь рушится. Еще могу добавить, что здесь мужчина больше на словах, а вы делом. Получается так, то что, да, вы как будто здесь, знаете, как, вот мужчина обещает, а вы начинаете делать, и потом мужчина как будто здесь вам садится на шею. Ну, и, соответственно, союз тоже рушится, да? Так, давайте посмотрим. Ну, женщина здесь сильная, еще и страсть у вас есть здесь. Ох, тяга есть к этому мужчине. Так, давайте посмотрим все-таки на ближайшее время. Что у вас будет в личной жизни? Что будет в личной жизни в ближайшее время? Так, разочарование здесь какое-то предстоит. У кого-то, кстати, либо суд будет, да? Может, кто-то разводится. Либо, знаете, что я вам скажу, может произойти конфликт мужчина из прошлого, может вот этот мужчина появиться внезапно, причем. Либо даже если вы работаете, ну вот не знаю, здесь какой-то конфликт произойдет, причем внезапно ворвется как-то в вашу жизнь. Да. Так, что в личной жизни будет в ближайшее время у вас? Господи, эти карты. Я же вам говорю, объявится бывший. Объявится бывший. Бывший объявится мужчина. Когда тот мужчина, который
когда-то от вас ушел. Он, кстати, хочет с вами помириться, вернуться в отношения хочет. Ну вот не знаю, в ближайшее время у вас какое-то разочарование касательно этого мужчины. Может, у вас развод предстоит, да? Ну вот смотрите, что будет в ближайшее время. Ну вот кармическая какая-то ситуация будет вот с этим мужчиной у вас, о котором вы постоянно думаете. Этот мужчина внезапно как-то может объявиться. Понимаете? И может с вами, кстати, просить... Ну вот тот мужчина, который на расстоянии. Кстати, кто-то даже из вас очень хотел встретить этого мужчину, чтобы он... Для кого-то, не знаю, может, вы любите этого человека, хотите, чтобы он вернулся. Пожалуйста, он вернется. Это тот мужчина, с которым на данный период времени у вас расстояние. Хорошо. Так что для кого-то ожидайте мужчину. Но скажу одно, не знаю, с этим мужчиной у вас разочарование идет. Кто-то хотел его увидеть, пожалуйста, придет. Причем, кстати, на кого-то он может накинуться с оскорблениями. Почему? Потому что здесь мужчина злой. У кого-то здесь, знаете, может быть, не знаю, здесь может дележка имущества. Но однозначно придет тот мужчина, с которым у вас на расстоянии отношения. Закончены которые. Этот мужчина хочет проявиться к вам, помириться с вами. А что еще произойдет в личной жизни в ближайшее время? Кстати, у вас предстоит общение. Кстати, может мужчина быть из другой страны, из другого города. Какое-то общение через интернет, переписки здесь, которые поведут в будущее здесь. Так, что здесь личная жизнь? Не знаю. У вас в ближайшее время одиночество, слава тебе, Господи, заканчивается. Для кого-то одиночество здесь заканчивается. Кстати, кого-то ждет переезд, либо поездка куда-то. Думать будете, стоит или нет. Еще и с финансами здесь каким-то образом. Для кого-то вот прям вот эта нищета, не знаю, какая-то... Ну, непруха здесь, одним словом, заканчивается. Кстати, я вам скажу, здесь у кого-то связь ожидает. Кстати, мужчинка может быть либо ваш ровесник, либо младше вас снова. Но мужчинка будет здесь добиваться, ой-ой-ой. Кстати, не исключаю, может быть, он огненного знака зодиака. Такое тоже не исключаю, а именно лев по гороскопу, с которым у вас внезапно начнется переписка, общение, вот что-то такое. Либо вы можете на данный период времени знать этого человека, и как-то вот судьба вот сложится так, что вот вообще интерес какой-то пробудет он в вас. Тяга будет, как-то вам с ним интересно будет. Но на вас тут интересы какие-то имеет. Даже если мужчина может быть старше вас, да, но он сам такой моложавый, яркий мужчина. Такого мужчину вы точно не пропустите. Так что, девочки, ожидайте на вашем пороге и бывший, и какой-то еще здесь мужчинка. А для кого-то еще и прекрасно. Здесь неопределенность в деньгах, да, с финансами. Кто-то здесь вообще, ну, тяжелый период времени, да, проходит. Для кого-то здесь, слава тебе, Господи, заканчивается одиночество. Еще и вон какой-то, не знаю, здесь... Кто-то здесь вообще потерял надежду, что она когда-то кого-то найдет. Что все-таки когда-то наступит это счастье. А оно наступает. И могу добавить, что это, скорее всего, это произойдет вот-вот. Это летом будет. Появится такой мужчина, либо вот уже на пороге. Помимо этого, бывший объявляется для кого-то. И новый партнер. Так что, девочки, не думайте, жизнь только начинается. У каждого человека есть свои периоды, да? Мы все проходим через такие болезненные уроки. Это нормально. Так что жизнь не закончилась, а наоборот, она процветает и пахнет. Вот такой вот у нас был на сегодня расклад. Благодарю вас за обратную связь. И еще раз прошу прощения за звуки. Поверьте мне, в моем доме тишина и покой. Но, видите как, не могу рестораны отключить, туристов выгнать, рты позакрывать им. К сожалению, такого не будет. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи, дорогие мои любимые подписчики. Ждем новую любовь.